Ну, всего началось, понимаете, как всегда, с мечты. А что, идет уже запись, да? А тогда можно это выбросить? У меня инженерное образование, но я очень хотел заниматься наукой. Я бы сейчас полетел в космос, если взяли бы, да? Вот набирали весь замоотряд, и нам даже какие-то анкеты давали, мы заполняли, но дальше уже что-то не пошло там. Меня всегда интересовало, как вот, теорию относительности применить к реальным объектам, которые есть во Вселенной. Я тогда помню, очень в детстве читал много про полярные сияния, все пытался, так, мечтал о том, что я когда-нибудь, может быть, этим буду заниматься. На этой гигантской установке достигнута самая высокая энергия протонов, которую когда-либо удавалось искусственно создавать. Синхрофазотрон открывает необычайные горизонты для научных исследований и прогресса. И не стихал гул обоюдных приветствий. Многим гостям, наверное, казалось, что сами они только что прилетели в Москву на волшебном ковре-самолете. Я попал в газету «Правда», где писалось, что вот в 1957-1958 году будет проходить Международный геофизический год, и в это время как в Советском Союзе, так и в Соединенных Штатах Америки возможно будет запуски первых искусственных спутников. Вот его модель в натуральную величину. Внутри шара установят измерительные приборы, которые по радио будут передавать все показания на Землю. И как-то я так прочел, думаю, вот работа-то. Но человек на Земле, я считаю, да, он должен принести максимум пользы. Ведь наука – это поиск новых знаний. Октября 1957 года золотыми буквами вписано в историю. В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Земли. И вот человечество изумилось новому чуду. У нашей планеты появился искусственный спутник, сотворенный советскими людьми. На всех языках неслись сообщения. 4 октября 1957 года началось покорение Вселенной. My whole career started on the 4th of October 1957. I was with my father in Paris and we were driving in Paris. And suddenly we heard the radio. And the radio announced the launch of Sputnik 1. Вчера маленькие москвичи восхищались фантазией Жюля Верна. Сегодня Родина приблизила их к далеким планетам. I was absolutely stunned that human beings could launch an object in space at a velocity of 29,000 kilometers per hour, talking to this object, receiving signals from this object. I said, this is what I want to do. А скоро, кто знает, быть может, они станут участниками первых полетов на Луну.
каждому хотелось увидеть поближе небеса, где в бескрайних просторах несется ракета по трассе с изумительной точностью. Люди выходили на улицу, наблюдали за первым искусственным спутником. На самом деле видели не первый спутник, а разгонный блок. Он большой, потому что вот шарик, который висит здесь, его будет незаметно, а разгонный блок все-таки он там несколько метров. После успеха первого спутника, он был совершенно неожиданный для руководства страны, Никита Сергеевич Хрущев понял не только так сказать, военное, но и пропагандистское значение космических исследований. Это на самом деле очень правильно, потому что настоящая страна, ее образ в мире зависит от ее научных программ, от ее научных достижений. 15 мая был произведен запуск третьего советского искусственного спутника Земли. Сердца советских людей наполнились гордостью за новую победу отечественной науки. Третий спутник – это как раз тот самый спутник, который должен был стать первым. Это, наверное, вы все знаете хорошо. Это уже настоящая автоматическая научная станция. Ее вес превысил тонну. Запущенный в мае 1958 года, третий советский спутник передал обширную научную информацию из космоса. Я не знал даже, на чем работаю. Вот 6 человек, я 7-й оказался. Ну, в общем, небольшая группа, которая занималась разработкой масс-спектрометрической аппаратуры. Готовились к запуску перед первомайскими праздниками, и действительно старт состоялся 28 апреля. Но он не вышел на орбиту. Тем не менее, людей не отпустили с полигона. Началась интенсивная работа, когда приходилось работать не по 24 часа в сутки, а по 26. Ночью там отвык спать. Как-то я стал жаворонком. Наш корреспондент посетил астрономический институт имени Штернберга, где встретил американского астрофизика Хейли и советского ученого Аллу Масевич. Вот что они сказали. Запуск третьего советского искусственного спутника – это очень большое и важное событие в Международном геофизическом году. Мы очень много ждем от этого спутника для науки. Весь мир, отметил мистер Хейли, выражает восхищение научными успехами Советского Союза. Меня, например, бабушка водила в планетарий. Почти каждое воскресенье мы ходили, она жила рядом, и мы ходили, мы там смотрели звездное небо, лунные глобусы, там памятники ученым, которые занимались изучением мироздания. И тогда мы решили как раз с бабушкой, что мы в 80-м году полетим на Луну обязательно вместе. Там готовилась экспедиция. А недавно советская межпланетная автоматическая станция, облетая Луну, сфотографировала ее вторую сторону, которую никогда не видели люди. Ее полет прославлен будет в любом краю. В нее вложили наши люди мечту свою. И взмыв к далеким звездам круто, и всем видна, прошла ракета по маршруту Москва-Луна. Бесчисленное количество кольцевых гор, кратеров и цирков усеяло поверхность глобуса.
На нем уже можно найти хребет Советский, море Москвы и мечты, громадные кратеры Ломоносов, Циолковский и Жолио-Кюри. Размечталась я, подружки, и не спится даже мне спеть бы песни и частушки на серебряной луне. Милая подружка, гораздо частушка, на серебряной луне. Романтизм 60-х на меня, естественно, повлиял. Поэтому, естественно, это физика, это должна быть там ядерная физика. Если не ядерная физика, то физика частиц. Не знаю, проникать вглубь материи. И у меня действительно была мечта заниматься животными, это правда, да. И я хотел, я думал даже идти мне в биологию, да, вот, или идти на мехмат. Возвращен на Землю гигантский космический корабль весом в 4600 килограммов с живыми существами. Вот они, уникальные кадры, переданные на Землю из космического пространства. Телевизионный глаз показал, как вели себя в кабине корабля Белка и Стрелка. Милиционер Савельев. Запуск и приземление космического корабля явилось для меня большой радостью. Студентка Сергеева. Мы очень довольны, что Советский Союз первый запустил космический корабль с животными, который первый возвратился на Землю с большой точностью. Институт космических исследований был основан в легендарное время. У истоков его стоял тогдашний президент Академии наук Мстислав Всеволодович Келдыш. Одновременно он был главным теоретиком космонавтики, но мы об этом не знали и считали, что это два разных человека. Главный конструктор космонавтики Сергей Павлович Королёв, но он был полностью закрытый человек. А Мстислава Всеволодовича мы знали, он был президентом Академии наук, но в газетах про него никогда так не писали. И было создано в эти годы, в 1964 году, в 1965 два специализированных института. Институт медико-биологических проблем и в 1965 году наш институт. Были приглашены физики, химики, геологи, астрономы из уже существовавших академических институтов и из отраслевых институтов промышленности. Вот институт сразу приобрел такое место, такой настоящей золотой космической лихорадки. Какие-то традиции, которые люди с собой принесли, они как-то смешались, размылись и друг друга обогатили. Возникло новое такое научное население страны и кишники.
когда только закончил институт, я работал в ФИАНе. И я ходил в то время на семинары Вернова в НИЯФ МГУ. Ну и вот там как раз рассказывали о самых первых экспериментах по исследованию космоса. Ну и мне захотелось, вот я сюда поступил. Я когда сюда в первый раз пришел, поздней осенью 1969 года, была такая полная стройка, далекая от завершения. После отставки Хрущева новое руководство страны как-то интерес к космическим исследованиям потеряло, не видело в них такого большого потенциала и стало их финансировать как обычную науку. И построили вот эти маленькие 4 стеклянные здания. В то время в Москве в них располагались парикмахерские, а это здание очень долго не могли достроить. На этаже стекляшки, на целом этаже стекляшки была электронно-вычислительная машина «Урал-14». Занимала весь этаж. А по характеристикам своим она ни в какое сравнение вот с самым элементарным нашим, с планшетом несравнимо. Первые годы института, они, конечно, были героические. И это было золотое время. В 1966 году села первая Луна. Станция Луна-9 совершила впервые мягкую посадку на ближайшее к нам небесное тело Луну. Я запретил бы всякое военные действия на Луне, так? I would certainly outlaw all military activity on the moon. И наша страна против вооружения на Земле, а тем более на Луне, да? И мы получили премию там, по 35 рублей. Я считал высоту Солнца на поверхности Луны, освещенность. А мне было в 1965 году 21 год. Вслед за Луной-9, Луна-10. Этот космический аппарат должен стать Луной Луны, ее первым искусственным спутником. Сейчас прозвучит переданная станции Луна-10 мелодия партийного гимна «Интернационал». Ее слушали делегаты 23-го съезда партии. Конечно, удовольствие от того, что железка, которую ты придумал, с надеждой получить какие-то новые научные результаты, и то, что она летит в космос и к другой планете, она, конечно, сама греет душу. Скажем, я сам не полетел в космос, но мои приборы в космос летали и на разные планеты и к разным объектам. Почему я астрофизик?
Я бы сказал так, что этот выбор фактически продиктовался тем, что я встретил Зельдовича. Это был, по-моему, 67-й скорее год. Он приехал на физтех. Собралась колоссальная аудитория. Все понимали, что Зельдович – это великий человек. У меня было такое впечатление, что как будто это все поплыло, стены аудитории куда-то делись. И что называется, вот просто вот от того, чего он рассказывал, было ощущение открытого космоса вокруг. 60-е годы. Развивается космос страшнейшими шагами. Один за другим запуски Венеры, Марс, огромное количество. 12 июня 1967 года автоматическая станция «Венера-4» отправилась в далекий путь к таинственной утренней звезде. Новой, выдающейся победе советской науки и техники предшествовала кропотливая и длительная работа ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих. Вот документальный кадр запуска автоматической станции в сторону загадочной утренней звезды. Мне довелось войти в состав коллектива, который занимался разработкой камер для лунохода. И была сделана довольно оригинальная и очень интересная система сжатия данных, которая по существу позволила операторам в наземных условиях управлять луноходом, который находился на лунной поверхности. Луноход – это было очень успешное такое мероприятие, которое как-то вселяло большую уверенность в успех вообще развития всякой нашей космической деятельности. Только к Марсу было запущено, по-моему, 13 аппаратов, вот где-то там 60-е были запуски как бы к Марсу и к Венере, но они все шли мимо. В итоге что-то начало получаться вот уже с такими довольно сложными миссиями. Марс-2, Марс-3. В начале 70-х годов это же, в общем-то, была отработка технологий носителей, скорее, чем исследование планет. Все-таки первый сигнал с Марса был наш. Наш, пускай он только пиликнул немножко. По сигналу с радиодатчика малых высот включается двигатель увода основного парашюта. Отделяется нижняя часть тора с двигателем мягкой посадки. Цель достигнута. Станция на планете. Была гипотеза, что, может быть, на Марсе была и цивилизация развитая. И надежда на то, что мы можем обнаружить и созданные искусственные каналы или, может быть, остатки от городов. Вот такое желание было. В 1973 году Вячеслав Всеволодович назначил нового директора, тогда самого молодого академика Академии наук СССР Ральфа Зинуровича Сагдеева.
Я сначала несколько оторопел и даже задал вопрос, а могу ли я в принципе отказаться? Но он улыбнулся, сказал, пожалуйста, вы подумайте, можете отказаться. Сколько времени дается на размышление? 1 неделя. Реакция Келдыша после моего ухода была такая, я ему сделал такое предложение, от которого он не сможет отказаться. О новых работах Института космических исследований Академии наук СССР рассказал гостям из Аргентины его директор, академик Сагдеев. Слышите? Это голос лунника. Доктор Струков – один из постановщиков эксперимента «Реликт» на спутнике «Прогноз-9». Он ищет во Вселенной следы зарождения звезд и галактик. «Реликт» — это попытка заглянуть в далекое прошлое Вселенной. Из еженедельно получаемой информации составлена уникальная карта тончайших колебаний реликтового излучения. В течение 70-х годов и до середины 80-х было запущено около десятка аппаратов разнообразных, включая посадку в экстремальных условиях на поверхность Венеры, где давление примерно в 100 раз превышает давление в атмосфере на поверхности Земли, а температура около 500 градусов Цельсия. Отстреливаются крышки телефотометров. Испытания позади. 3 наши группы, да, Грингаус, Долгинов и моя лаборатория, мы поставили эксперименты на Венере. Фактически мы открыли и ударную волну у Венеры, по крайней мере, мы доказали, что это ударная волна. Мы получили новые сведения о том, как солнечный ветер взаимодействует с атмосферой планеты. Модели взаимодействия солнечного ветра с магнитными планетами мы опубликовали в 1984 году. Уникальный стыковочный агрегат «АПАС», детище советских и американских специалистов, проходил в Москве в Институте космических исследований итоговую проверку. Здесь происходило основные мероприятия по проекту знаменитому «Союз Аполлон». Хотя ИКИ не участвовал в этом проекте непосредственно, но он был такой открытой ширмой, где все засекреченные специалисты других институтов, они представлялись сотрудниками информационного отдела ИКИ, чтобы не выдавать место своей настоящей работы. Все ближе и ближе цель, к которой в течение 3 лет настойчиво и упорно стремились ученые и специалисты 2 великих стран. Есть стыковка. Это произошло над Европой. И невольно вспомнилась другая встреча. Встреча на Эльбе 30 лет назад. Тогда встретились воины, союзники в борьбе против общего врага. Леонид Ильич Брежнев просил передать привет и добрые пожелания президенту Форду.
Это вот сейчас общее место, все друг с другом сотрудничают. В то время это было целое событие. Чтобы мне поехать в Болгарию, мне надо было пройти партийное бюро здесь, районный комитет комсомола около метро Черемушкинская, потом пока пройти комиссию старых большевиков. Окончательное добро на поездку давала выездная комиссия районного комитета партии. Как поняли? Прием! Понял. Все отлично понял. Будут вам письма, будет перец. До связи. Есть. Остается сердце нежно, будем песню петь. До свидания, новых встреч. Выдающийся организатор и мудрый политический деятель Леонид Ильич Брежнев был связан с народом кровными и неразрывными узами. В траурной скорби замерла вся страна. Внимание! Есть посадка на поверхность Венеры. Летим к Венере. На Венере оставим посадочный аппарат с баллоном и дальше летим навстречу комете Галлея. Вообще неизвестность полная. Я участвовал в таких обсуждениях, и мне казалось, что это неправильно. В голове это революция. Мощные ракеты «Протон» вывели станции в космос. Проект «Вега» — это величайший проект советского времени. Вот любимый детище Ральдина Нуровича Сагдеева, он увенчался полным успехом. Естественно, всех интересует значение нового эксперимента. Что принесет он науке? Волновались и баллистики. Еще 2 суток, и станет ясно, насколько точно вывели они станцию на комету. Оба космических аппарата сумели снять ядро кометы Галлея. А скорость-то приличная, около 70 километров в секунду. И вся эта встреча продолжалась примерно 40 минут. То есть, вообще говоря, нужно было работать без какого-нибудь права на ошибку. 2 российских «Веги» сначала исследовали Венеру, потом пролетели мимо кометы, и они стали одновременно лоцманами европейского аппарата Джотто, который пролетел совсем близко. Они как бы дали ему координаты, он скорректировал свою орбиту. На экране загадочное ядро кометы Галлея.
На этом я присутствовал. Это, конечно, произвело большое впечатление. Все суетились, я всех увидел, куча иностранцев, там и кто-то здесь. До меня какие-то студенты работали, они уже были в курсе, а я нет. Это, конечно, был такой триумф и науки. Институт получил орден Ленина. Вот так, на этом, собственно, и закончилась успешная часть советской планетной, лунно-планетной программы. То, что Советский Союз, потом Россия практически забросили Венеру, мне кажется, совершенно необоснованным. Это жуткие годы были. Но надо сказать, что институт наш вообще прошел эти годы, и я думаю, что это вот все другие скажут, почти без потерь. У нас не было никогда задержки зарплат. Мы пережили более-менее. Сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях внес Институт космических исследований Академии наук СССР, который посетил премьер-министр Исландии. Это был ведущий центр теории космической плазмы. Я считаю, эту базу теоретической физики я получила в ИКИ. Все время приезжали иностранцы, вот этот центр отображения, куда все заходили. Была одна дверь, куда все ходили с пропусками, а была другая дверь открыта, и в нее все ходили свободно. В 1989 году меня первый раз пустили на 2 недели в Данию. Времена менялись, так что можно было уже человеку средней храбрости задать, например, вопрос: а почему вы, собственно, меня не выпускаете? Я задал такой вопрос. Я получил совершенно удивительный ответ. Это как бы обогатило логические структуры, которыми можно пользоваться при ответе на разные вопросы. Мне ответили, потому что вы до сих пор ни разу не выезжали. Здесь в ИКИ как бы жизнь шла своим чередом. Была использована высокоапогейная орбита 4-суточная. 3 суток мы работали, наблюдали, и сутки у нас, например, 18 часов терялось на то, что спутник находился в вариационных поясах около Земли.
из-за высокого фона мы прекращали наблюдение. То есть в этом режиме приборы гораздо лучше сохранялись. На гранате я так задумался, что у нас точно 4 докторских диссертации было защищено, более 15 кандидатских диссертаций. Примерно около 300, может быть, больше статей опубликовано. А я занимался планированием наблюдений. Значит, надо было его переориентировать, все время за ним следить. Это адская работа была. Первые дни я вообще дом не ночевал, потому что нужно было очень быстро. Удивительно, вот эта миссия, которая предназначалась всего-то на 1 год работы, она продолжалась 9 лет. Значит, объяснение этому кратеру такое, что вот Фобос вращается, его кто-то ударил. И образовался кратер, видите, вот с этими, ромбиками такими, да? Он окружен таким валом от выброшенного материала. Но вот как может у такого тела быть такой большой кратер? Может быть, это вообще вот он откололся вот. Весна 1988 года. Земля готовится к научному штурму Фобоса. 12 стран и Европейское космическое агентство завершают 4-летнюю совместную работу. Изучая Фобос, мы можем изучать и Марс. И кроме того, подлететь к Фобосу и Деймосу значительно попроще, чем сесть на Марс. Такой разносторонний научно-технический потенциал выходит в космос впервые. Экстремальные условия, в которые мог попасть рукотворный Фобос на любой стадии полета, моделировались на Земле. Моделировались с запасом. Но это в условиях земного тяготения. А там, в глубинах космоса. 7 и 12 августа 1988 года состоялись эти запуски. Но не долетели, не удалось сесть. И буквально вот это было 89 год, и уже планировали на 92 год запуск к Марсу. Аппарат орбитального, и марсоход, и посадочная станция на Марс. И казалось, что это вот сейчас прям еще немножко, и мы все это сделаем.
Вопрос о происхождении спутников Марса, как, впрочем, и Луны, он остается открытым до сих пор. В 90-е годы, я считаю, были самые интересные, на мой взгляд, в развитии вообще России. Ну и отчасти то, что происходило в Институте космических исследований, потому что мы все были очень увлечены обработкой данных Интерпола. Шанс, что он полетит уже в Новой России, был очень невелик, потому что все начало сыпаться. Да, это ближний космос, но он дал возможность работать институту там 10 лет еще. Вот я много занимался проектом «Интерпол», в котором мы участвовали в 18 стран, представляете, целый интернационал. Он, кстати, проработал очень долго по российским и советским меркам, потому что наши спутники долго не живут. «Интерпол» проработал, в общем, один 5, другой 6 лет. Перед самым уже практически запуском выяснилось, что фирма, которая должна была делать телеметрическую систему для Интерпола, вдруг точно не успевает вовремя ее сделать. И есть такой замечательный человек, Лев Сергеевич Чесалин, великий электронщик ВИКИ. Он скажет, что я сделаю. И он сделал. Насколько я знаю, это были 2 первых космических аппарата, у которых в качестве носителя информации был обычный жесткий диск. Там в каком-то смысле проверялись, что ли, измерялись те процессы, о которых были мои теоретические работы, моя диссертация. Диссертация у меня называлась «Плазменные процессы в магнитосфере». Вот, ну, это много мне очень дало, пожалуй, наверное, такие лучшие годы жизни были. Это когда вот был этот проект «Интерпол». Исследование Земли из космоса – это сегодня-то вообще очень такая модная тема и очень важная. И много завязано и научных исследований на этот вопрос, и прикладных исследований. Вообще в системах дистанционного зондирования за последние, там, ну, грубо говоря, 15 лет произошла, она может быть невидная, но такая принципиальная революция. Можно стало создавать автоматизированные системы, которые работают изо дня в день, которые ориентированы на какие-то конкретные явления.
и как бы за ними следят. Здесь ведутся работы по совершенно разным направлениям, начиная там с мониторинга гидрометеорологического, мониторинга атмосферы, создания методов анализа состояния водной поверхности, мониторинга вулканов. А вот такие численные и количественные оценки, объективные, прослеженные там за несколько лет, удалось получить только в последний год. Озеро Байкал. Вот те, которые красные, это пожары, которые физически сегодня реально горят. Но если нужно посмотреть более детально, то есть возможность, к сожалению, сегодня не для всех пожаров. Вот мы надеемся, что в ближайшие годы это будет для всех пожаров. Можно посмотреть и более детально. То есть это вот уже пожар на спутнике с разрешением в 30 метров. Но вообще, где что горит, мы можем получить и по всему земному шару посмотреть. То есть на самом деле видно, что у нас еще не так плохо, да. На этом стенде мы проводим испытание бленд звездных датчиков, разрабатываемых в ИКИ, и подтверждаем их технические характеристики. Основным элементом стенда является имитатор Солнца. Он моделирует параллельный пучок света, и световая ловушка, которая моделирует черноту космоса. Бленд это является важным элементом звездного датчика. Так говорит начальник, чтобы мотивировать меня к работе. В ИКИ работают, может, уже 4 года. Нет, для ИКИ мало, на самом деле. Здесь старожилы-то работают там, по сколько-то, всю жизнь. Как говорится, что хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби. Ну, у нас не высокооплачиваемое, хоть оплачиваемое, но хобби. Если мы одну камеру сориентировали в пространстве, потом другую камеру сориентировали в пространстве, потом мы уже можем получить что-то. Просто у меня специальность фотограмметрическая, поэтому это для меня, в общем, фотограмметрия называется, фотограмметрия. И я вот решил, собственно, применить непосредственно к лунной миссии. После того, как мы набрали какие-то набор точек, мы можем построить стереоскопическую поверхность. Ее как-то наклонять, смотреть на нее каким-то образом. В данной лаборатории мы имитируем работу манипулятора с имитатором лунного грунта. Это как бы макет того, что будет спускаться в миссию Луноглоб на поверхность Луны. Мы хотим на Луне построить базу для человечества, как бы какое-то туристическое место. Можно провести медовый месяц на Луне. Что, плохо, что ли, для блуда? И у нас наша программа, она как бы направлена на исследование Луны и в будущем освоение Луны. Она предусматривает и полет человека на Луну где-то к концу 30-х годов, и создание еще в 30-е годы научной лунной лаборатории, которая будет
исследовать различные излучения, которые приходят из космоса, что около Земли, на Земле, тем более, и даже около Земли делать трудно, потому что нужны очень большие массивные установки. Вблизи северного и южного полюсов Луны находятся запасы водяного льда. Это было обнаружено вот в нашем институте, в лаборатории Игоря Митрофанова. Такая ощутимая концентрация водяного льда, то есть лед не абсолютно сухой, такой немного влажный. Это уже дает основание тому, что там какая-то перспектива будущих там поселений в этих местах, она становится гораздо интереснее и проще, чем в любых других сухих местах на Луне. С помощью этого прибора я фактически защитил докторскую диссертацию, потому что там открытие воды на Марсе, это вот была докторская диссертация. Миссия называлась Марс Одиссей, это орбитальная миссия в 2001 году. Аппарат успешно вышел на орбиту и фактически начал картографирование Марса, это вот где-то с учетом перелета февраль 2002 года. А включите там, я не знаю, там утюг в розетку, сколько у нас проработает непрерывно. А этот уже работает непрерывно, начиная там с обобщенного 2001 года. После вот этого прибора у нас образовалась ситуация, когда, в принципе, мы можем делать гамма-нейтронные приборы там, на любую миссию и конкурентно участвовать в таких вот предложениях и на российские, и на зарубежные миссии. Но на самом деле, конечно, никто не думал, разрабатывая все эти приборы, что это будут какие-то премии и так далее. Оно само так вышло. Да. Достаточно неожиданно это получилось, потому что, положив 5 лет на разработку прибора, в общем, потом уже не думаешь, что что-то еще получится, кроме результатов по науке. Европейская миссия «Экзомарс», которая полетит в 2016 году, мы туда предложили такой аналогичный коллимированный прибор, который вот здесь на этапе сборки еще находится. Разработка всех этих приборов не самоцель, не просто вот там получить данные, статью написать. Действительно думаешь, что это должно приносить какую-то пользу. И для европейцев, и для нас это уникальная возможность осуществить наши марсианские планы совместно. Пусть, можно сказать, что этот проект не целиком российский, но, тем не менее, вклад России как минимум половина, да, он достаточно весомый, поэтому, я думаю, в случае удачи гордость будет такая же, как если бы был целиком российский проект.
Я не уверен, что вот есть какой-то такой вот универсальный ответ, что вот там, я всегда интересовался физикой, это выглядит абсурдно. То есть, когда человек поступает в университет, он никакой физикой не интересуется. Уж явно не физикой плазмы, я интересовался 18 лет. А дальше человек, когда начинает чем-то серьезно заниматься, он уже другим заниматься почти не может. То есть он, в принципе, другим заниматься уже не умеет. То есть меня, как теоретика, как человек, который занимается теорией физики плазмы, интересует, как земная магнитосфера работает в виде ускорителя заряженных частиц, вот так можно сказать. The winner of the Zeldovich Medal in Scientific Commission D, Anton Artemyev, Russia. To honor his contributions in the understanding of particle diffusion and acceleration and current sheet and radiation belts. Ну вот наша группа занимается изучением, исследованием солнечной активности. В таком узком смысле это солнечные вспышки, а в более широком, это именно в целом вся солнечная активность, потому что помимо вспышек еще бывают другие явления, проявления активности Солнца. Почему? Поскольку мы знаем, как сделать конденсированный свет, только из данных избранных точек. Проект в какой-то мере он больше все-таки направлен на изучение Солнца. Хотя, конечно, у него есть большая составляющая изучения межпланетной среды. И вот меня почему-то Лев Матвеевич Зеленый пригласил на роль его заместителя по научным вопросам. Там смысл был такой, чтобы сегодняшние руководители дожили бы до запуска грубо говоря, в нормальной форме. В плане, что ты уже не совсем древний старик, когда тебе, в принципе, уже плевать на этот проект. Все-таки мы этот проект до ума доведем, и действительно что-то из этого получится. Многие уезжают, но кто-то и остается. Я пока не собираюсь уезжать. Для себя решил, что можно и здесь наукой заниматься. Я думаю, что все-таки мы еще раз полетим на Фобос со временем. Молодые люди должны понимать, что они, если они выбрали космос, много риска, но зато отдача в случае успеха совершенно невероятная. Интеллектуальное удовольствие одно из самых больших, которые существуют в мире. И если молодым людям это внушить, то есть или они это почувствуют, тогда он может стать научным работником. Понимаете? Меня очень интересует Титан и спутник Юпитера и Европа. Thank you very much for what you did and for the fantastic collaboration that we had in the past and that we hope to continue in the future. We will go to Mars together, we'll go to the moon again together, we'll go maybe at the end of the universe together. Наука должна быть международной, да. А мы должны быть космополитами от слова «космос» в самом лучшем смысле этого слова.